Египет. Начало 20 века. Де-факто колония Британской империи, на территории которой идет постоянное соперничество между Англией и Францией за то, кто больше разграбит и вывезет сокровища и золото с данной территории. К тому моменту всем уже известно о 3 районах, буквально набитых золотом и сокровищами, которые можно сравнить с Эльдорадо или Клондайком. Это район Великих пирамид Гизы и некрополис Саккары, Долина царей, где уже раскопан ряд гробниц 18-19 династий. Абидос с его храмами и некрополями древних династий. В этой гонке за сокровищами участвуют все, кто может хоть что-то урвать с этого потока золота и сокровищ, хлынувших в Европу и США. Со стороны Англии это самые влиятельные семьи и Британский музей, нанявшие для этих целей лучших археологов во главе с Флиндриусом Питри, якобы отцом египетской археологии. Они выбирают Великие пирамиды и некрополис Саккары. Французы с Гастоном Масперо, якобы и так возглавляющие от имени правительства Египта все археологические раскопки, активно копают и вывозят в Лувр сокровища абидосских храмов и некрополей. Спорной остается территория Долины царей. И тут в игру вступают Ротшильды, Рокфеллеры и Морганы. Со всей своей финансовой и технической мощью, начиная наш рассказ о тайных гробнице Тутанхамона. Поехали! Давайте знакомиться. Наш главный герой, англичанин Говард Картер, прошедший путь от никому неизвестного нищего художника до мегазвезды, подаривший человечеству сокровища гробницы Тутанхамона и умершего в полнейшем забвении. Как нам кажется, именно его биография и приключения легли в основу фильмов и рассказов об Индиане Джонсе. И после просмотра данного обзора вы поймете почему. Но вернемся к теме нашего рассказа, а именно к загадкам всей истории, открытия и дальнейших судеб героев, сокровищ и цепочек событий. Итак, наша история начинается в начале 20 века, когда Картер, уже прожженный археолог, копавший вместе с Питри и возглавлявший службу древности под руководством Масперо, вдруг в начале 1905 года идет на осознанный конфликт с французами, пишет прошение об отставке со всех постов и уходит в полуподпольное положение. Именно этот момент является самым интересным с точки зрения нашей версии событий. Открываем источники и читаем. Начало 1905 года. В составе мелкой экспедиции Картером найден клад с золотыми украшениями, серебряными сосудами, золотыми и серебряными монетами. Об этом не пишут, так как значительная часть сокровищ растворяется среди грабителей могил. В середине 1905 года он начинает сотрудничество с американцами, Морганы и Метрополитен-музей, включается в гонку за сокровищами, и через их ставленника Теодора Дэвиса Картер начинает руководство их раскопками в Долине царей. Из переписки февраля 1907 года следует, что Картер помогал ему устанавливать контакты с черными копателями из Курны, а преемник Картера, инспектор Артур Уэйгл, был просто номинальным представителем правительства и полностью подчинялся авторитету Картера. А теперь, внимание, список. 1905 год. Теодор Дэвис открывает самую богатую и неразграбленную на тот момент гробницу КВ-46 Юи и Туи, бабушки и дедушки Тутанхамона. Их мумии, саркофаги, погребальные маски мы вам показывали в ролике про Каирский музей. Там везде много золота поверх дерева, часть сокровищ снова растворяется на черном рынке. А Картер официально делает зарисовки гробницы.
1907 год. Дэвис и компания открывают гробницу Эхнатона, КВ-55. По официальной версии снова разграбленную, но на свет появляется бесценная золотая пектораль шеи фараона. И снова Картер рядом. 1908 год. Дэвис открывает гробницу КВ-56. Украшения, найденные там, включают несколько колец, браслетов, украшенных воротников, ожерелий, амулетов, диадему, пару серебряных перчаток, серьги и одну сандалию. Поэтому гробницу называют «золотой». Про Говарда Картера написаны сотни книг, и в 90% из них авторы прямо говорят, что он был непосредственно связан с семьей расхитителей гробниц Абу Расулами и выступал в роли главного посредника между расхитителями гробниц, службой древностей и частными коллекционерами, через которых золото и драгоценности попадали в коллекции крупнейших музеев, Метрополитен Британского и Лувра. А теперь, дорогие друзья, давайте посчитаем, сколько залов с золотом египетских гробниц, к примеру, в Метрополитен музее Нью-Йорка. Ответ: 5 залов. Зал 112. Артефакты и украшения из гробниц высшей знати Нового Царства. Зал 111. Украшения принцессы Ситат Хор Юнет. Зал 114. Частная коллекция Картера и Карнарвона, а также артефакты из Дейр-эль-Бахри. Зал 116. Сокровища гробницы Хат-Нефер и жемчужина музея. Зал 118. Золотые украшения жен Тутмоса III. Если кто-то из вас был в Нью-Йорке, в этом музее и видел данные сокровища, поделитесь, пожалуйста, в комментариях о своих впечатлениях. А в Каирском музее такой зал только один, и то маленький-маленький. Там только часть золотых артефактов из гробницы Тутанхамона и еще парочка из гробниц, раскопанных во второй половине 20 века. Посмотрите на вход в этот зал в Каирском музее. Плюс, там еще не разрешают ни фото, ни видео. А знаете почему? Да, потому что все сразу увидят, как мало оставили Египту его золота, которое растеклось по музеям и частным коллекциям. Чего стоит хотя бы египетская божественная троица, находящаяся в Лувре. Посмотрите на нее. Но вернемся в 1909 год. Тут на сцену выходит второй наш герой, женатый на дочери Альфреда Ротшильда, 5-й лорд Карнарвон Джордж. В гонку за сокровищами вступают Ротшильды. Карнарвон получил от Масперо официальную концессию на 10 лет, но не в долине царей, которая уже была у Теодора Дэвиса, а рядом в долине Дейр-эль-Бахри. Там стоит вырубленный в скале храм царицы Хатшепсут, и они с Картером начинают проект по легализации всего того, что на данный момент находилось непосредственно у Картера и братьев Расулов. Они, как умные люди, начинают с небольшого числа заявленных артефактов из захоронений Дейр-эль-Бахри, аккумулируя все то, что у них осталось, в некой тайной гробнице, о которой знают только Картер и Абу Расулы. В целом, наших героев нужно похвалить за прекрасно выдержанную актерскую паузу и разыгранный как по нотам спектакль для прессы. Когда двое отважных сподвижников годами ищут некие мифические реликвии, а что в это время у Дэвиса в долине царей? А ничего. До своей болезни в 2014 году он нашел еще пару совершенно пустых и ограбленных гробниц, в которых больше не было ни одного артефакта. Как вы думаете, чьего совета Дэвис постоянно спрашивал? Правильно, Картера. И Картер с Карнарвоном всеми силами указывали ему те места, где уже все давно украдено. Ему подсунули гробницы Рамзеса II, КВ-7, и его внука, КВ-3, после которых Дэвис и Масперо решили, что больше тут ничего нельзя найти, и передают лицензию на раскопки Ротшильдам, лорду Карнарвону. Сам Дэвис умирает от болезни в 1915 году и оставляет раскопки в 2 метрах от входа в гробницу Тутанхамона, и именно Дэвис считается ее первооткрывателем. Вы об этом знали? Я уверен, что для вас это было открытием, потому что он нашел часть артефактов с выбитыми картушами Тутанхамона в яме прямо перед входом. А в 2 метрах от брошенных Дэвисом инструментов нас ждет такое, о чем впоследствии напишут сотни книг, детективы и приключенческие романы.